Мой сын схватил сосиски из дома и выбежал во двор, сказав, что под машиной у ворот находится щенок. Я подумал, что он шутит, но наполовину веря, я пошел посмотреть. И действительно, там был свернувшийся щенок. Мой сын бросил сосиски, но она их не ела. Вместо этого щенок поджал хвост и заполз глубже под машину. Это была бродячая собака, которая выглядела душераздирающе. Ее глаза были полны паники. Она была вся грязная и настолько худая, что мое сердце сжималось. Я понял, что она явно долго скиталась, но странно, что еда ей была неинтересна. Мы решили ей помочь, и сначала нужно было вытащить щенка из-под машины. Малыш не сотрудничал, так что я взял сеть и, приложив усилия, наконец вытащили его. После того, как щенок выбрался, он замер как камень, совсем не двигаясь. Мы осторожно гладили его через сеть, надеясь, что он медленно расслабится. Позже я принес щенка домой и положил его в картонную коробку с водой. Мой сын принес еще сосисок, но малыш все еще не ел. Я беспокоился, что делать, если он продолжит отказываться от еды. Когда мы были в растерянности, мой сын тихо отошел назад, и неожиданно щенок медленно опустил голову и осторожно начал есть сосиски. Я почувствовал волну облегчения. Мой сын был полон уверенности и разломал сосиски, положив их перед щенком. Хотя малыш все еще не решался двигаться, как только мой сын медленно отошел, он сразу опустил голову и жадно начал есть. В тот момент мне стало грустно. Дело не в том, что он не был голоден, он просто слишком боялся людей. Мы решили дать ему больше времени, чтобы завоевать его доверие. После того, как щенок доел сосиски, мы поставили миску с собачьим кормом в коробку. Как и раньше, пока кто-то был рядом, он съеживался и избегал контакта, притворяясь, что еда ему не интересна. Но как только мы уходили, он сразу зарылся головой и ел, быстро и торопливо, как будто боялся, что еда исчезнет. Это поведение действительно разрывало мне сердце. Я думал, что он много страдал во время скитаний, что и привело к этой осторожной привычке. Я надеюсь, что однажды он станет как наши собаки, отпустит свою настороженность, будет спать с поднятыми лапами и есть без забот, понимая, что не только еда не исчезнет, но и любовь тоже. Однажды, когда мой сын кормил лакомствами наших собак, щенок свернулся в углу. Он не осмеливался подойти ближе, но его глаза продолжали смотреть на лакомство. Видя это, мой сын не мог пройти мимо. Он взял большой кусок лакомства, осторожно подошел к углу, присел и положил его перед щенком. Проведя несколько дней с ним, я заметил, что щенок не любит оставаться в помещении. На улице он чувствовал себя спокойнее. Мой друг напомнил мне, что его могут пугать наши две большие собаки. Хотя они добрые, разница в размерах может быть слишком пугающей для этого маленького бродяги. Чтобы помочь ему чувствовать себя комфортнее, я устроил маленькое гнездо у порога с едой и водой, надеясь дать ему пространство, где он сможет привыкнуть. Сначала это работало хорошо. Он оставался в своем гнезде, съедал всю еду, и мы с сыном просто тихо смотрели на него, не беспокоя его. Постепенно его настороженность начала ослабевать. Он даже начал есть в нашем присутствии. Но однажды утром, проверив щенка, я обнаружил, что его гнездо пустое. В панике мы с сыном искали его, и, к счастью, мой сын скоро нашел его под ближайшей машиной. Почти точно, как в первый раз. Он свернулся под машиной, и мы сели рядом, тихо зовя его, пытаясь приманить едой. Он не двигался. Мы оставались там более 10 минут, но щенок все равно не шевелился. Нам пришлось снова использовать сеть, чтобы вытащить его. После этого опыта мы решили держать щенка в помещении. Даже когда выводили его на улицу, кто-то должен был оставаться с ним. Медленно его состояние начало улучшаться. Он больше не прятался, и когда мы взаимодействовали с нашими собаками, не убегал в панике, а тихо приседал рядом, наблюдая, как будто хотел присоединиться.
Его отношения с собаками становились ближе, а его виляющий хвост был лучшим доказательством. С тех пор, как мы приютили этого щенка, я начал искать для него подходящую семью. Я думал, что он робкий и чувствительный. Ему нужна терпеливая семья, которая поможет ему снять защиту и адаптироваться к новой жизни. Ранее приходила женщина, которая выразила желание усыновить собаку. У нее уже была маленькая собака и опыт в воспитании животных. Я почувствовал искренность и доброту по ее глазам и тону. Мы не могли держать этого малыша долго, так как у нас уже есть 2 собаки. Я решил позволить женщине усыновить щенка. В день, когда мы отдавали собаку, я приготовил немного собачьего корма и лакомств. Хотя мне было не по себе, я был полон надежды, что у щенка будет счастливое будущее. Женщина отвела щенка на ветеринарный осмотр, где ей сказали, что малыш — девочка, около 3 месяцев, худая, но относительно здоровая. После того, как она привезла щенка домой, она немного волновалась, боялась, что тот откажется есть в новом месте. Но когда она поставила перед ним собачий корм, его глаза загорелись, и он жадно начал есть. Он не только ел, но и пил воду самостоятельно. После еды и питья щенок тихо сидел в клетке, расслабившись. Через 2 месяца щенок сильно подрос. Ее характер изменился, и теперь она была живой и веселой, каждый день вилявшей хвостом. Женщина часто присылала мне обновления о ее жизни. Собака хорошо ела и крепко спала, ладила с другой собакой и наслаждалась своей новой жизнью. Во время праздников семья женщины взяла щенка в сельский дом, и в первый раз она почувствовала радость от бега по полям. Хотя она немного испачкалась и похудела, ее счастье было очевидно. Вернувшись в город, женщина отвела ее в зоомагазин на купание. После купания она снова стала чистой и свежей, и женщина нежно держала ее на руках, гладя ее мягкую и пушистую шерсть. Позже семья женщины часто брала щенка на прогулки, и хотя вначале она была сдержанной, со временем она расслабилась. Ее хвост стал высоко поднятым, а шаги легче. Видя, как она прошла путь от робости и страха к уверенности и счастью, все были в восторге. Время шло, и, глядя на последнее видео, которое женщина прислала мне, я увидел того самого щенка, который когда-то дрожал под машиной. Теперь она уютно свернулась в объятиях своей хозяйки, улыбается и строит милые гримасы. Ее шерсть мягкая, глаза яркие, и теперь ей не нужно прятаться под машинами и есть только тогда, когда никого рядом нет. У нее есть дом, есть компания, и она вернула себе беззаботность, которая должна быть у щенка.